6 золотистых каменных колонн, бескрайняя зеленая долина, Ливан в снегу и небо синий склон. Я видел Нил, сфинкса исполина. Я видел пирамиды. Ты сильней, прекрасней допотопная руина. Именно эти слова написал Бунин о Баальбеке. Сегодня мы расскажем вам про древний и загадочный Баальбек, что находится практически на границе Сирии, в провинции Бека, которая с древних времен считалась житницей Ливана. Этот район является вотчиной небезызвестной и запрещенной в ряде стран группировки Хизбалла, лидером которой вот уже как много лет является харизматичный Хасан Насралла. Отчасти по этой причине во время израильско-ливанской войны Баальбек бомбили с особой силой, а израильский десант даже захватил лидера Хизбаллы, но, правда, не совсем того, а тезку и однофамильца. Ну а что же сегодня, спросите вы? А сегодня древний город Баальбек притягивает любителей истории со всего мира. Ведь ему действительно есть что показать, а его античные храмы не уступят более известным и популярным среди путешественников конкурентам. Дорога в Баальбек петляет вдоль границы Сирии, от которой Ливан отделяет лишь горный хребет Антиливана. Кстати, в эту поездку мы не взяли стабилизатор и нормальный объектив, поэтому заранее приносим извинения за порой трясущуюся картинку. По череде бесконечных палаточных лагерей сирийских и палестинских беженцев и постоянным военным картоном сразу становится понятно, что это и есть Ближний Восток. Это далеко не тот северный Ливан с красными черепичными крышами и по-европейски ухоженными городками. Тут совсем другой коленкор. Не доезжая самих развалин Баальбека, нас встречает, внимание, самый большой строительный камень в мире. И это чистая правда. Вот из этой каменоломни такие вот 1000-тонные глыбы доставляли на стройку в Баальбек. Ну и как обычно бывает в таких случаях, мнения о том, как такое возможно, разделяются. Одни считают все дело в смекалке инженеров тех лет и несколько десятков тысяч рабов. А другие видят в этом происки рептилоидов с далекой планеты Альфа-Центавра. Ну а что думаете вы? Ну что, друзья, мы гуляем по самому главному архитектурному достоянию Ливана – Баальбеку. Этим величественным руинам более 2000 лет. Здесь возвышались самые могучие на всем Востоке римские и финикийские храмы. А вот и он, самый открыточный и самый хорошо сохранившийся храм Вакха, он же храм Бахуса. В долине Бека испокон веков выращивали виноград, и финикийцы с радостью приняли римских богов виноделия. Наверняка все слышали про вакханалии, и все примерно знают, что это такое. Так вот, именно отсюда тянутся корни этого термина. Тут все это бесчинство и происходило. Ведь Баальбек был главным центром развлечений на всем Ближнем Востоке. Своими размерами и пропорциями храм Вакха обрадует любой самый притязательный взгляд. Здесь можно оценить не только экстерьер, но и интерьер, что довольно редко для античных архитектур. Крупнейшей террасой в Баальбеке является терраса, на которой римляне построили храм своему верховному богу Юпитеру. В отличие от храма Вакха, который находится как бы в низине, храм Юпитера располагается на возвышенности. К сожалению, храм Юпитера не дожил до наших дней, он был разрушен мощным землетрясением 552 года. И от него осталось всего 6 колонн, высотой по 22 метра, но даже и они производят очень сильное впечатление. В современной архитектуре есть такое понятие «допустимая погрешность». То есть это отклонение от основания, да, вот крыши здания. Когда изучили вот эту вот погрешность здесь, она оказалась меньше 2 мм. В современных зданиях такая погрешность 5 мм. То есть мы можем сказать, что те архитекторы, которые строили храм Юпитера, были более квалифицированы, чем современные архитекторы. Причем это не 2 колонны, а целых 3 колонны. Посмотрите. Видите, раз, два, 3 части. А сверху мощный капителий. Причем даже капителий состоит из 2 частей. А капителий соединяется как огромные куски лего, где одна часть полностью входит в другую. Название Баальбек происходит от древнего имени бога Баала. Культ поклонению этому богу был на самом деле очень жестокий. Когда к стенам города приходила вражеская армия, в жертву приносили младенцев, как правило, первенцев и, как правило, из благородных семей. Если на видео будет видно, вы можете
заметить каналы. Как раз таки по этим каналам истекала кровь этих младенцев. Этот ритуал назывался малок или молок. Тоже разберет, как правильно ставится ударение. Столько прошло времени. И отсюда как раз таки пошло название древнего бога Молоха. Того самого бога Молоха, который питается младенцами. Баальбек – это не только величественные руины и леденящие душу легенды о богах. Это, конечно, сотни и тысячи деталей, в которых обязательно заложен какой-то скрытый смысл. Говорят, дьявол кроется в деталях, но в случае с Баальбеком в этих мелочах, по всей видимости, кроются боги. И, конечно, не поддающиеся пониманию мастерство зодчих того времени. И вот, судя по изображениям, по барельефам, можно сказать, что происходило в храме. Вот это символ танцовщиц, танца, а также символ мужского и женского начала. Вот это, смотрите, виноград, женские и мужские фигурки. А это мак, опиум. Как мы видим, не только искусными мастерами были финикийцы и римляне, но и действительно знали толк в хорошем отдыхе. А как же без этого? Из подобных Баальбеку мест со схожей древней энергетикой приходилось бывать только в некрополе Афинах, в уже таком далеком и таком спокойном 2018 году. Время, которое мы выкроили на это замечательное место, пролетело незаметно. Наш гид Оксана увлекательно и с полной отдачей рассказывала множество интересных историй, связанных с Баальбеком. А я, в свою очередь, учил Оксану искусству неудачных дублей. И вот что из этого получилось. А вот эти вот колонны, момент, их волокли, сейчас еще раз. И туристы едут в Ливан как раз ради этого. Этот ритуал назывался Молох. Малок. Ладно, все, Ванька, я не могу уже. Я видел сфинкс. Еще раз. Я хотела вам из Бунина процитировать. Еще раз. И это не просто капителий, это пасть льва. Еще раз. Высота это... Еще раз. Мы сейчас с вами стоим в храме Юпитера. Да, у вас. Друзья мои, это просто удивительное место. Здесь история не только под ногами, вокруг или над головой. Здесь все пронизано историей. Она частицами буквально висит в воздухе. И если бы мне разрешили добавить к 7 чудесам света 8-е, то моя рука бы не дрогнула, и я вписал бы сюда Баальбек. Это удивительное место. Приезжайте все и... Друзья, мы в городе Библос, и этот город считается особенным. Особенным, потому что это один из древнейших городов в мире, в котором люди жили на протяжении всей своей истории. То есть ни войны, ни болезни, ни природные катаклизмы не прервали людского проживания в этом городе. Здесь люди жили всегда. Библос – это древнейший в мире город, в котором люди живут, начиная с 5-го тысячелетия до нашей эры. Библос был лишь одним из многих финикийских портов, таких как Тир, Сидон, Бейрут. Но именно Библос считают родоначальником финикийского судоходства. Финикийцы были великолепными мореплавателями и искусными торговцами. Сфера их экономических интересов не ограничивалась только Средиземноморьем. Достоверно известно, что некоторые из них преодолевали Гибралтарский пролив и даже выходили в Атлантику. По одной из версий, финикийцами их прозвали греки, как производное от древнегреческого слова «феникс», что означает «пурпур». По другой – египтяне, как производное уже от египетского слова «финеху», что означает «строитель кораблей». Пурпур – это такой природный краситель, который добывался из морских прибрежных моллюсков и глянок. Финикийцы приспособились из слизи, выделяемой этими моллюсками, добывать краситель, придающий тканям насыщенный пурпурный цвет, устойчивый к выгоранию. Дело в том, что в Древнем Риме был принят закон, запрещавший всем, кроме элиты империи, носить одежду пурпурного цвета. В итоге пурпурная одежда стала считаться признаком власти и приобреталась за любые деньги.
Получается, что благодаря пурпуру финикийцы стали известны во всем цивилизованном мире. Именно финикийцы изобрели основу для современного алфавита, и произошло это примерно в 15 веке до нашей эры. В финикийском алфавите не было символов, обозначающих гласные звуки, хотя в речи они присутствовали. А примерно в 8 веке финикийский алфавит переняли греки, добавив в него гласные. То же самое сделали и римляне, развив финикийский алфавит практически до современной версии латинского алфавита. Несколько лет назад National Geographic были проверены ДНК 1330 мужчин, ныне живущих в местах бывших финикийских поселений. Так вот, анализ их хромосом выявил, что по меньшей мере 6% генома современного мужского населения этих мест финикийский. А ведь финикийская цивилизация исчезла давным-давно и вроде бы как всеми забыта, но генетическое наследие этих древних торговцев и моряков живет и сегодня. Библос однозначно самый уютный и располагающий к себе город в Ливане. Я скажу даже больше, это вообще один из самых приятных курортных городов, где нам удалось побывать за нашу историю путешествий. Вы только подумайте, что утром здесь можно нежиться на пляже и гулять по руинам древнего города, а уже через час нестись по заснеженным склонам горнолыжного курорта. Неудивительно, что все отели здесь, как правило, забронированы на много месяцев вперед. Поэтому, если посещение каких-то городов и можно отложить до следующего раза, то Библос обязателен к посещению. Знакомство с достопримечательностями древнего Библоса мы начнем с объекта явно не финикийской эпохи. Посмотрите, с виду это приземистое здание похоже на классический европейский замок. И это правильно. Этот замок возвели крестоносцы во время своих знаменитых походов на Иерусалим. Примечателен он тем, что полностью сделан из камня. Ведь когда крестоносцы пришли сюда уже, к этому времени в районе Библоса не осталось древесины кедра. То есть все кедры были вырублены финикийцами. И им пришлось делать замок исключительно из камня, от фундамента и до крыши. А как мы с вами прекрасно знаем, что самое главное в любой крепости – это не только ее культурно-архитектурно-историческое значение, а те виды, которые с этой крепости открываются. И крепость Библоса тут не исключение. Когда-то окружающие Библос холмы были сплошь покрыты ливанским кедром. Но еще задолго до прихода крестоносцев весь ливанский кедр был вырублен подчистую. И виновником этого экологического преступления были финикийцы, которые, как вы помните, были отличными судостроителями и мореплавателями. Сейчас же ливанский кедр остался в небольших количествах высоко-высоко в горах. И если финикийцев еще можно понять и простить, то что сказать о людях 20 века, которые этим самым кедром топили топки паровоза, который когда-то связывал Бейрут и Дамаск. Но мы будем надеяться, что люди одумались и сейчас к кедру будут относиться более бережно. Но все же главной достопримечательностью Библоса являются не остатки строений крестоносцев, а развалины древнего Библоса. От древнего города остались только основания стен, защищавшие в свое время Акрополь. И здесь даже есть неплохо сохранившийся римский амфитеатр. Масштабы, конечно, не бальбековские, но сам археологический парк очень опрятный и располагающий к отдыху. Поэтому советуем. Да, и, конечно, море. Библос – это, пожалуй, главный курортный город в Ливане. И когда наступит пляжный сезон, будьте уверены, что пустующая сейчас прибрежная полоса заполнится шумом и смехом отдыхающих. А пока здесь, в порту Библоса, если немного включить воображение, можно представить, как протекала жизнь тысячи лет назад, когда ранним утром финикийские рыбаки в просоленной и огрубевшей одежде, всегда с обветренными лицами, уходили в море в надежде вернуться с богатым уловом. А вечером, стоя на берегу, их жены и дети всматривались в морскую даль. Чем-то завершить надо, конечно, выпуск, правда? Вот я думаю, чем завершить выпуск. Друзья, у Марины на телефоне заканчивается память, и у меня есть всего минута. Всего лишь минута, чтобы как-то закончить
наше путешествие по Ливану, подвести логический итог. Хотел бы я сказать вам, приезжайте в Ливан, ну где-то под сердцем, вот здесь, вот за этим принтом я бы тут жил. Что-то скребется и не позволяет это сказать. Я не хочу, чтобы Ливан стал второй Турцией и Египтом. Я хочу, чтобы он сохранил вот эту нетуристичность и эту его прелесть, нетуристичность, понимаете? Конечно, и море, и древние города, и доброжелательные люди, и невероятно вкусная еда. Да тут есть все на самом деле, и безопасность. Все то, что... Все те стереотипы, которые есть в Ливане, это ерунда. Будьте людьми, будьте открытыми, дружелюбными, не наглейте, и все будет у вас хорошо. Бородатые дядьки из Хизбаллы не заберут вас. И приезжайте в Ливан, и никому об этом не говорите. Не сладите с Ливаном. В гордом одиночестве. Путешествие на этом не заканчивается. Правда, весьма неожиданно, буквально за 24 часа, круто меняет свое направление. А железная птица несет нас уже не на Балканы, как планировалось ранее, а совсем в другую страну. А куда именно, узнаете в следующем выпуске.